Всем привет! Лодочный мотор Mercury 15. Владелец купил его в Москве, точнее по объявлению, и он привезен был в Уссурийск. Плохо работает охлаждение и в редукторе масло со стружкой. Разбираем, смотрим, что внутри. На шестеренке переднего хода отломан один зуб. И еще один отломан наполовину. Это шайба, которая устанавливается над пиньоном. И здесь такой металлический наклеп. Повреждения есть также у самого пиньона. Шестеренка заднего хода уцелела. У валов нет повреждений или какого-либо износа. Гребной вал не изогнут. Набиение проверили. В корпусе помпы большая выработка, из-за чего как раз были проблемы с охлаждением. И пластина помпы тоже имеют такую глубокую канавку. Эти детали уже требуется заменить вместе с крыльчаткой. У крыльчатки тоже износ и мелкие повреждения. Причиной скола шестеренок мог быть удар, судя по состоянию винта. Интересная особенность данного редуктора в том, что здесь нет подшипника заднего хода. Шестеренка просто вращается в своем посадочном месте по алюминию прямо в обойме гребного вала. Так как нагрузка на шестеренку заднего хода гораздо меньше, чем на переднюю, в этом нет никакого недостатка конструкции. Проблем с этим у нас еще ни разу не было, хотя в интернете ходят споры, хорошо это или плохо. История с этим мотором, с этим редуктором пока заканчивается. Промыв детали и корпус редуктора, показали все это владельцу, указали на те детали, которые требуется заменить. И владелец сказал: соберите все обратно, как есть. Скорее всего, захочет от него просто избавиться. Мы возражать, конечно, не стали. И то, что работа будет сделана без гарантии, это никого не смущает. Однако, сколько этот механизм еще проработает, это большой вопрос. Так как от шестеренок могут продолжать откалываться куски. Последствия будут непредсказуемы и более дорогостоящие. Запчастей у нас в наличии не было, их пришлось бы заказывать и ждать. Но мы предложили владельцу хотя бы заменить шестеренки, которые у нас имелись в наличии. Но владелец все равно отказался и попросил собрать как есть.